Всех приветствую, ребята. Смотрите, что сделал. Народную, так тоже сказать, самоделку. Процесс не заснял, потому что камера глюкнула. В итоге ни хера не записалась. Ну и ладно, тут как бы и так все понятно. В общем, подшипник здоровенный. 110 получается подшипник. Внутреннее отверстие у него 50. Эти подшипники, по-моему, 306. Здесь внутри 12 кругляк приваренный. Это усиленная шайба у меня была на 20, для того, чтобы площадочка ровненькая была. Вот, это обычная трубка. В нее, соответственно, рычаг вставляется, когда надо. Вот, и как бы все. Здесь вот посередине я варил в качестве щечек два куска полосы 4 на 40. Вот, они длиной 80 миллиметров. И вот здесь по бокам усилил 3 прутка, сварил вместе. Вот здесь лучше видно. Вот, 3 сваренных вместе прутка восьмерки. Вот, для того, чтобы усилить. Внизу 2 сваренных вместе уголка. Вот, то есть я их проварил. Вот здесь проварил. Вот здесь приварил. Вот с этой стороны. Там дальше еще идет площадочка. А к площадочке изначально приварены, соответственно, сами вот эти вот полосы. То есть они приварены к площадке, а к самой площадке еще снизу приварены вот так вот уголки. А так гнет вот прям замечательно. Вот шестерку, если гнуть, вот, например, вот одной ручкой, вот так вот, в легкую. Опять же, вот, смотря для каких целей. То есть у меня вот будут, вот, соответственно, такие вот квадратики для армопояса я буду делать. Специально сделал вот короткий рычаг. Пользоваться я этим станочком буду, наверное, не очень часто. Специально к случаю сделал. Вот. А хранить его лучше вот в таком вот коротком состоянии. Он максимально компактный получился. Вот как видно. Ничего в нем особенного. Я сначала хотел вот эту подвижную часть сделать, чтобы она отодвигалась, фиксировалась. Но потом подумал, что, наверное, особого смысла в этом нету. Пробники показали, что гнет она, вот смотрите, угол прям лучше не загнешь. Подвигаю вот эту фигню. То есть расстояние вот это вот между губками, да, 20 сантиметров. То есть двадцатку я явно гнуть не буду. А для десятки, для восьмерки, ну и для шестерки тем более достаточно, с запасом прям. Так, и вот, ребята, не реклама. Смотрите, нормальная замена пепси-коле и кока-коле. Вот, по вкусу практически один в один. И как бы она и по деньгам нормально, в красном и белом. Если что, если кто предпочитает, рекомендую. Так, ну а на этом сегодня все. Вот, с вами был Гараж Программиста. Всем пока.